Я живу Рим внизу, и он весь освещенный. И небо освещенное. А когда много света на земле, то звезд не видно. И я уже забыл, как они выглядят, представляете? А здесь вот они родимые. Я аж тут и медведицы, и все на свете, я аж молодость вспомнил. Сколько я провел в молодости под этими звездами. Я вам скажу, романтика по-своему. Лепота. Покажу вам, какой это дом в ночи. Зато звезды есть. Но темень прям жуть. Как в фильмах ужасов. И вот он дом. И вот мое лежбище. Бомж, что я вам скажу. Сегодня я бомж. Ладно, покажу мельком, что я тут наделал. Ти-динь, ти-динь. Крашу. Ну, сам процесс в следующих видео. Вот что я вам скажу, после трехдневной спячки в тех условиях. Домой приезжаешь, просто рай. Просто кайф, в 2 раза больше любишь то место, где ты живешь постоянно. Поэтому выходить с этой зоны комфорта в каких-то пожить жидких условиях часто просто полезно. Ну а теперь где моя кровать, где мой душ? Всем привет! Все не могу найти времени выложить, смонтировать видео. Снимал кучу работы там и там. Здесь 2-ю ночь в этом доме сплю. Работаю на одном дыхании, знаете, хочется сделать, не тратить время на эти. Начал, закончил, переехал, приехал. Тут сидишь на одном месте, я работал вчера, говорю, до 8:30, сейчас 8:30. Скажу вам такую вещь важную. Вы знаете, я же тоже смотрю других блогеров, там, учусь много, и сам что-то на себе экспериментирую. И вот такие вот, как я сейчас остался здесь, ну что здесь, ну стрёмно, блин. Ну что я вам покажу мельком, что здесь за срач, чтобы вы понимали, где я сижу здесь, в каком этом самом пейзаже. Так вот, в этом тоже есть свои какие-то плюсы. Это называется выходить из зоны комфорта. А то мы, когда зажираемся в своих теплых спальнях, уютных квартирах, а вдруг что случается, а мы не готовы. Поэтому я себя так тренирую. Обычно я тоже вам рассказывал, работаю там до 3, до 4. А сейчас фигачу чуть ли не до 9, вон пока светло. Ну, как бы до обеда, как всегда, я там крашу сейчас, крашу. За сегодня целый салон покрасил, ну, может, там какие-то мелочи останутся на завтра, пусть сохнет. То есть большую работу сделал. Ну, и опять же, так же легче зарабатывать деньги, понимаете, когда вы на одном дыхании и напряглись. А так, если растянете, ничего не заработаешь. Опять же, получаю удовольствие от того, что, ну, с напарником легче, веселее. Но ты всегда подстраиваешься под напарника. Даже вот хочу я остаться, а его же домой надо везти, правильно? Все бросаешь и едешь, потому что надо. Либо взять напарника, надо вернуться домой, взять его. Хорошо, когда сами там приезжают на работу все. Ну, видите, у меня здесь далеко, и зона такая, что не получается. Хозяйка, я вам напоминаю, должна была приехать в конце июня, но у нее там с машиной были проблемы, бо едут на машине. Ну, хозяйка приедет через 2 недели. И опять же хочет, чтобы все-таки кухню поставить, и розетки сделать. Ну, и как бы я уже и цену чуть добавил, бо, ну, все. Я то, что обещал, так сказать, привел в порядок, еще довожу до этого, а там все остальные плюсы. Ну, либо доплатят, либо я не знаю как. Так что не будет этот мой сериал
А для новых зрителей, кто не в теме, кто чего там, о чем я, есть целая серия уже в плейлисте «Дом за 25 тысяч евро» в Италии. Можете посмотреть. Думаю, понравится. YouTube меня что-то, не только меня, я смотрю по другим тоже знакомым блогерам, как-то слабенько показывает, еще и отписывает. Вот я вам говорю, вы обижаетесь, что я вас прошу подписываться, там лайки ставить. Вы хотя бы уже проверьте, опять я вам напоминаю, вот даже мой знакомый сегодня тоже позвонил, говорит, смотрел один канал, и смотрю, что-то долго не появляется в рекомендациях. Я, говорит, нашел его по названию, захожу туда, а я не подписан. Говорит, а я всегда уже давно был подписан. Поэтому вот я даже по статистике, у меня, допустим, 10 тысяч просмотров, 5 тысяч подписчики смотрят, а 5 тысяч не подписчики. Интерес теряется, знаете. Мало того, что здесь ты хоть работаешь, тебе деньги капают. А здесь мало того, что ничего не капает, еще и отписывают. В общем, такое с Ютубом непонятное. Понятно, что буду идти дальше, снимать. Я же не могу с этим алгоритмом бороться. Но вас все-таки прошу, проверяйте, подписаны вы или не подписаны. Я думаю, что так многие уже меня и потеряли, забыли, знаете, если рекомендации не приходят. В общем, тяжело, если кто-то хочет начинать этот YouTube или уже только начал. Понять его, почти невозможно. Даже если вы его сегодня поняли, он сегодня такой, завтра он уже изменился другой. Лето, сейчас начинается жара, уже дождей становится меньше. Вижу, кажется, здесь с водой проблема может начаться в этом доме. В общем-то, по Италии летом частенько могут отключать воду. Кстати, пишите, у нас вот как было в том городке, где я живу. Если начинается перерасход воды, то вечерами нам выключают воду. Так, не критично. И еще хотел бы сказать, вот за мой темп сейчас, что я сменил, и, так сказать, как конь пошел. В Ютубе часто мне попадались блогеры, что говорят, что действительно жить на максимуме намного больше смысла в такой жизни, потому что действительно организму вот некогда заболеть, некогда стареть, в постоянной форме. Если вы сидите за компьютером или там такая какая-то работа в офисе, надо либо спортзалом заниматься, либо каждое утро пробежка какая-то. А на такой работе у меня совмещается и работа, и палестра или спортзал, так сказать. Я еще и какие-то подпитки ем. Я хоть худой, вы думаете, что дохляк. Не, я что-то жру, там витамины постоянно, то протеины, то еще там всякие куча добавок. Вот хорошо, когда ты так возле деревьев живешь. Я, говорю, пошел с дерева, одну фрукту сорвал, вторую сорвал. И витаминчики, кстати, витамин С классный. Есть я не буду, а то мне сказали, я сильно чавкаю. А чавкаю, потому что микрофон. Тут что не глотнешь, это... Месяцами, бывало, не работал. Вы даже не представляете. У меня начинает, возраст все-таки какой-то. Суставы болеть, то шея болит. Лежишь, сидишь, особо нечем заняться. Я не из тех, что буду там трястись прямо на телефон, вызванивать, мне работа срочно. Есть, нету, а лишь бы куда идти, я не иду. И зимой, вот я январь просидел, полфевраля просидел, это ужас. Потом выходишь на работу, ты ослабел, ладно, там уже дома какие-то гантели тягают, что-то отжимаешься. Не всегда желание есть. А когда вот ты заряженный такой, заканчивается эта работа, следующая ждет. Да, сложно думать, плюс еще канал, знаете, это все монтировать в весеннем напряжении. А может, жена у меня немного, наверное, на меня дуется, бо я все время чем-то занят. Еще и домой не приезжаю ночевать. А что делать? Мне деньги надо зарабатывать. Я сейчас машина. Заплатил 650 евро ассекурационно. То ли он меня дурит, то ли что там.
в моем городке страховка, по идее, у меня должно уменьшаться. Я первую заплатил 1300, потом это стало 1100, потом 700. А сейчас я уже последние года 3, 600 и 600, 650. Я его спрашиваю, что за хрень? А подорожало. Я говорю, ну подорожало, ладно, или что, оно каждый год дорожает, а оно должно уменьшаться, оно сейчас дорожает, я не понимаю. Не знаю, идти в другую агенцию, ну, знаете, привык здесь, рядом с домом, недалеко. Я не знаю, сколько вот у вас за последние года уменьшаются эти страховки, кто в Италии? У меня нифига. Каждые 3 месяца 1000 евро забирает этот пенсионный фонд, который пенсию мне не даст. А если даст, там вообще чуть-чуть. Газ подорожал. Если раньше мы зимой платили, зима-то не была холодная особо, мы не топили сильно. Если мы за 2 месяца платили 180, 200, ну аж максимум было 230. Сейчас под 300 евро. Одни 2 месяца пришли, что-то 280, вторые 280. Плюс 600 евро. Ну, мы с женой все платим. Сын-то не очень как-то что-то помогает. Типа он молодой, ему жить надо. Ну, блин, не знаю, когда он созреет на эту помощь. И если вы сидите на 1500 зарабатываете, ну, опять же, у меня партита ИВА, я не могу работать по минимальным ценам. Поэтому сложно, я бы уже закрыл ее, я не знаю. А вдруг завтра появится что-то. Я не знаю, кто, посоветуйте. А что вы можете посоветовать? Это дело каждого. Во-вторых, в семье сейчас официально никто не работает. Знаете, я как бы своей этой партитой ИВой налогами прикрываю всю семью, задницу. У жены пермесса уже вот это заканчивается. Я говорю, ты не боишься? Иди, наверное, поменяй, бо у нее было элимитато, то есть бессрочное. Она его сделала, я не знаю, 15 лет назад, и каждые 5 лет менять надо было. Она сидит и сидит, сидит и сидит. Я говорю, а вдруг ты сейчас пойдешь, а тебе скажут, а на что вы живете? А у нее она без контракта работает сейчас. Тоже, может, кто в курсе, что бояться, что не бояться. Ну, в общем, надо двигаться, надо, ну, как пахать. Я могу вот 3 дня так попахать, день, расслабиться, отдохнуть. Но я зато сделаю работу, ту, что люди неделями делают. Я могу сделать за 2-3 дня. Я вот говорю, за день покрасил весь салон. Салон здесь огромный, вы же знаете. А я с пацаном работал, молодой пацан, полное здоровье. За целый день покрасил потолок. А что, вы смотри, я сегодня сам потолок покрасил. Офигеть, блин, герой много работы сделал. В общем, скоро я выпущу видео. Если кто там сильно любит мою стройку, не скучайте. Полно уже видосиков. Может, завтра приеду, начну что-то монтировать. Ну, пока выложу этот. Хоть что-то, а то так еще и канал умрет. Еще не успев развиться-то толком. И ну, раз мне самому хочется, скажем, была бы какая-то пауза между работами, что-то пойти поснимать. А что? А что бы вы хотели видеть? Ну, есть идея, я говорил, что еще в катакомбы сходить. Опять же, а толку, вы понимаете, почему, говорю, тяжело найти интерес. Я же снял вот за подвал, за контину, где я работал, как я ее закончил. Но она своеобразная, она уникальная, такой второй нигде не найдешь. По идее, интересно должно было быть многим. А YouTube не показывает 5000 просмотров. А я, если поеду куда, вложу какие деньги еще, монтировать буду 3 дня, а YouTube не захочет показывать, и в чем смысл? Понимаете, как сложно на канале? А вы говорите, не выпрашивай, не это самое. Даже просмотры до конца, если хотите мне помогать. Вот кто смотрит там 3 минуты и выходит, вот это западло для меня, для канала. Алгоритм Ютуба смотрит на среднюю продолжительность просмотра. Ну, понятно, что если не интересно, то не интересно.
А некоторые зашли, наверное, на минуту включили. О, я вечером посмотрю. Да лучше уже не включайте. Ну все, иду я готовиться ко сну. Посмотрю тоже какой-то фильмец. Съем витаминку. Всем пока. Кислятина.